Мы доверяем качеству наших фрез на все 100. Гарантия 10 лет. Инструмент FIT создан, чтобы справляться с любыми задачами, где силовой ресурс и надежность решают все. Фрезы FIT демонстрируют непревзойденную стабильность и ювелирную точность. Каждый миллиметр под полным контролем. Наши фрезы FIT легко создают как простые контуры, так и изысканные узоры. Ваши идеи не знают границ. Ссылка на фрезы FIT в описании. Ну что, начинаем приводить новогодний подарок в порядок, чтобы он выглядел прекрасно. Заодно посмотрим, что тут поменялось, что еще поменяется. Ну и, в общем, приведем его, как я уже сказал, в порядок. Ну, конечно, дареному коню в зубы смотреть никто не будет, но пару слов. Например, тормоза. Тормоза же менены, насколько я понимаю. Стоят новые колодки, новые троса ручника, цилиндры тормозные новые. Ага. Амортизаторы, стойки, да, тоже свеженькие? Стойки. Ну, они свежие. Они не новые, но они здесь еще свежие, еще будут ходить. По кузову я смотрю, тут все пушсалом измазано на десятилетие. Поэтому что снизу под этим пушсалом? Один только хозяин, кому он достанется, будет ведать. Я не ведаю, тут ковырять бессмысленно. Может быть, действительно ничего и нету, на самом деле. Но похоже, что есть. Это не факт. Да, ну слушай, намазано тут прямо от души. Жирный слой. Это, судя по всему, вместе с заменой порогов был сделан очень качественный и хороший антикор на машине. А пороги меняли, да? Новые пороги стоят оба. Причем не из жести какой-то дешевой, а именно Клокер-Хольм. Ишь ты, прям родные пороги тут заморочился. Конечно, если даже поставили обратно хромированные молдинги. И они встали на место. Да. Но видно, что жизнь машины была суровая, местами подмятая. Так, спереди, кстати, пыльники на шрусе новые? Новые. Новые. Резинки на реактивной тяге новые? Стабилизатор. На стабилизаторе. На стабилизаторе. Все Поумничал, новые. да? Ну ладно, пусть будет. Все новые. Также новые тормоза стоят, как и сзади. Диски, колодки, шланги тормозные, опоры. А, кстати, да, опора мотора новая. Новая стоит тоже. Ну, вентилятор картера наш, православный, да? Отвод Естественно. газов в сторону. Как и карбюратор. А чудес никто и не ждет. 84-й год, прошу заметить. Машина на 10 лет младше меня. То есть ей 41. И на 3 года старше меня. До свидания, мальчик. Так, что еще? Ну, защита, по крайней мере, есть, слава богу. А тут у нас... А это, видно, транспортерная лента. Да, транспортерная лента. Тюнинг во всей красе. Да. Решеточка от мух сделана на саморезы. По-моему, дорогой конь. Самое главное, что сухой мотор. Мотор сухой, кстати, да, не капает, нигде потеков нет. Ни коробка, ни мотор, все сухо, не течет. А это для нас самое главное. Да, я не обратил внимания, что шоколад без подлива. Мотор снизу закрыт огромным пыльником. На корме также есть следы Хроноса. Задний мост, там все стандартно для своего периода. Основа Г-образный профиль с трубчатым торсионом. Также присутствует многими нелюбимая тяга Панары. Помпа. Гарантия утрачена. Гарантия утрачена на коробку. Так, помпа. Помпа девственная, да? Помпа новая. Со всеми колечками, прокладочками. Ишь ты. Так, помпа. И генератор, бэушный. Но рабочий. Бэушный рабочий, который именно под нее. Тут важный момент, что старого образца. Угу. Не под гайку клемма, а штекер. Понял. Самое И главное. подшипнички вроде живые. Без колхоза. Да. То, что и надо было. А шкив менять? Шкив, я думаю, поменяем, потому что чуть-чуть есть биение. Даже и так видно, без приборов, без всяких.
Тут уже установлен DT1.6, то есть объемом 1595 кубических сантиметров, мощностью 75 лошадиных сил при 4500 оборотах в минуту. Крутящий момент 125 ньютон-метров и 2500 оборотов в минуту, 4 цилиндра. Блок чугунный, безгильзованный, головка цилиндров без камер сгорания, отлита из алюминиевого сплава. Ну тут вообще практически все девственно. И картер не гнутый. Почти что, да? Не, замок. Ну, извините. Самое же приятное смотреть на огонь, на воду и как другие люди работают. И еще здесь новые рулевые наконечники, а значит, как говорит маэстро, если новые рулевые наконечники, значит и сход-развал сделан. Обязательно. Резина, правда, только летняя, но извините. Оцени, товарищ, что ты можешь получить просто так, если выиграешь. Машина уже не отдающая нафталином прошлого, но формы ее еще не облизаны новыми тенденциями обмылков. Лаконичный, правильный, серьезный внешний вид с четко прорисованными линиями. Ну, ремень у нас стоит уже новый. Поэтому его же обратно и поставим. Ну, за что я люблю старые автомобили? Просто открутил 2 болта и пошел. А где резьба? А вот ее и нету. Но мы поставим вот так. Ага. Да. Даже чуть-чуть доработаем. А если вот сейчас завести ее? Мне кажется, будет сразу понятно. А я так и хочу сделать. Сейчас мы это сделаем. Только сначала затянуть. Так, непродолжительное вскрытие показало, что ГРМ тоже новый. И выглядит очень даже неплохо. И ролик натяжителя тоже, кстати, меняли. На фоне всего этого он выглядит прям, ну не девственно, но очень свежо. Не устану напоминать, что 25 числа в 6 часов вечера, 25 декабря 2025 года, начнем стрим и будем искать человека, кому подарим этот автомобиль и еще порядка 5 или 6, сейчас память меня подводит, подарков от нас. Обязательно заходите. Я еще раз повторю в конце видео, потому что завтра мы поедем ее приводить в божеский вид. Ну, то есть там пропылесосить, помыть, чтобы она все-таки стала, ну, такой, хоть какой-то конфеткой. Поэтому Она и так конфетка. Она и так конфетка. Да, она и так конфетка. Она Так и ласточка назовем будет. стрим. Она и так конфетка. Ласточка. В целом акустический комфорт в недорогой машине очень достойный. Конечно, где-то что-то поскрипывает, посвистывает, сверчки поют. Но отмечу, при торможении остановка понятная, по прямой, не утягивает корпус в сторону. Люфтов в движении не обнаружилось. Ну что, продолжаем историю по восстановлению, по возвращению автомобилю Audi 80 хотя бы товарного вида, что, наверное, сделать практически невозможно, потому что сколько раз я буду говорить, что старый автомобиль новым не сделать, 40 лет. Приехали в Fresh Car, компания, которая мне, на самом деле, на днях очень сильно помогла, когда был дождь и грязь, они мне отмыли белую машину за секунду. Единственное,
Мойка, детейлинг-компания, которая согласилась мне помочь. И вот опять они нам помогают, компания на рынке уже 15 лет. Итак, доктор Михаил, скажи, пожалуйста, что можно сделать чтобы с этой машиной, чтобы она стала презентабельной? Презентабельный. Ну, привести ее как внешний вид, так и внутреннее состояние машины. Помыть, соответственно, моторный отсек, разобраться с внутрянкой, все, что у нас внутри скопилось за эти года, и, соответственно, привести внешний вид по кузову тоже. Может быть, даже и загидрофобить. За гидро что? Гидрофобить, покрыть гидрофобное покрытие, оно придаст ей немножко блеска и даст, соответственно, не будет статической грязь налипать. Угу. То есть есть шанс, что я до дома доеду более-менее чистым. Да, да. Великолепно. У нас тут идейные вопросы, идейные споры по поводу салона. Снять ли передние чехлы и оставить в родном цвете и оставить только задние сиденья закрытые чехлом? Или все-таки вот эти вот... Ну, наверное, все-таки надо снять, потому что передние сиденья уже подорваны. Как-то непрезентабельно будет смотреться, когда будет автомобиль на всем фоне более будет такой красивый, нарядный, с рваными чехлами. Это будет, конечно, уже... Лучше пусть она получится в оригинале. Мы применим, Хотя соответственно, бы торнадор, пройдемся сидушки. А из какого замка он? Торнадор, он с простого замка при детейлинге всегда применяется. Хорошо. Мы сделаем легкую такую, как можно сказать, химчистку, и, соответственно, будет более видно, что машина в эксплуатации была, но ухоженная. Великолепно, тогда давайте. И будете рассказывать, что вы делаете. А я, как всегда, помогать не буду. Итак, что это за лимончелло? Лимончелло – это моторный шампунь для двигателя профессиональный. Здесь два компонента. В нем составляет диэлектрик и сам, соответственно, шампунь. Диэлектрик, соответственно, при нанесении на все узлы проводки, элементы разъемов, он не дает влаге сильно проникать. То есть получается, что по сути короткого замыкания не будет? Да, короткое Это не замыкание. просто шампунь. Обычный. Это не просто шампунь, он идет именно для моторного отсека. Мы моем, соответственно, с помощью шампуня, он так и называется, моторный шампунь для, соответственно, моторного отсека, со составляющей диэлектрик. И наносим мы не как стандартно берут, соответственно, водой пробивают, потом заносят пену. Мы наносим сначала шампунь прямо на сухую, мы нанесли, он начинает размачивать, и после этого мы начинаем разбивать. Вот она, настоящая автомобильная археология. Под слоями жира и жизни открываются маленькие нюансы, и я их не скрываю. Видно, что чуть-чуть был удар, слева шпаклевка посыпалась. Ну, простите. Но зато как сияет. Если бы такая мойка была бы у меня в детстве, я бы, наверное, свой ВАЗ-2105 до дыр бы стер. Хочу «Жигуль» себе, короче. Сынок, найди мне «Жигули». Audi 80 второго поколения выпустили 1 миллион 680 единиц. Всего же с конвейера сошло более 4 миллионов автомобилей Audi 80 в кузовах B1, B2, B3 и B4. Доктор Михаил, очень много заботы. Что сейчас делаем? Сейчас мы, соответственно, перешли, моем кузов. Первый этап, соответственно, мы сделали бесконтакт, нанесли, избили. Сейчас нанесли вторую фазу, убираем, соответственно, статику на кузове, которая осталась. Уже делаем контакт коховской губочкой, как положено. После этого мы сейчас ее сбиваем, смываем, смотрим, и после этого будем наносить уже на нее гидрофобное покрытие. Вот. И при этом покрытия хватит, заявлено всегда 6 моек, но, к сожалению, она первый раз, наверное, это получает, поэтому если это сделать в течение месяца, раза 2-3, тогда, да, они держат 6. А так, 3 мойки точно будет держать гидрофоб. Идеально. Да. И сохраняться будет этот блеск. Михаил, а зачем этот летний дождик? А это что осталось, соответственно, когда керхер, он же пылит, соответственно, после того мы должны убедиться, что гидрофоб есть,
И ну, она скатывает остатки, где-то, если вдруг остались маленькие частицы шампуня, полимера, соответственно, вот это все Ну, убирается. оно скатывается. Да, вот оно. Да, Соответственно. чудеса. Она, соответственно, когда выйдет на улицу, сейчас она встанет, то будет совершенно эффект утром вообще другой. Вот вы говорите быстро, быстро. А вот нифига не быстро. Завтра придется опять приезжать, потому что, хотел сказать отец Михаил, доктор Михаил, в общем, отправляет нас домой спать. Сказал, что сегодня мы ничего не сделаем. Объем оказался больше. Это уже 3-й день приведения машины в порядок. Поэтому до завтра. Люк в крыше есть, музыка «Пионер» заграничная. Если магнитола явно не штатная, то аудиоподготовка точно заводская. Колонки на торпедо по бокам имеются. Обогревом заднего стекла никого не удивишь, пол коврами услан, который еще пропылесосить очень надо. Ну что, процесс продолжается. С 11 часов благородные доны сегодня пытаются привести в порядок сей чудный автомобиль. С 11. А мы вчера надеялись закончить хотя бы к 7-8 вечера. Оказалось, балалайка. Купил очень дорогие чехлы за 3000 рублей. Ну, простите, парни, чья машина будет, тот себе чехлы купит. Потому что, как оказалось, сиденья здесь черт знает чьи. Например, спереди стоят зеленые велюровые, красивые, но, пардон, продутые толстыми бочками-кабачками. Задний диван оказался коричневым. И я думаю, что именно коричневый диван – родной диван этого автомобиля. Опять же, вот вам телевизор «Витязь», вот сами с ним и развлекайтесь. Поэтому чехлы за 3000 рублей. И сейчас опять же доктор расскажет, что он тут наделал с салона, потому что салон даже перестал пахнуть дедом. А это дорогого стоит. Так, за прошедшие сутки, что мы сделали с этой старой красивой машинкой? Отторнадорили полностью, отхимчистили полы. Это раз. Отхимчистили полностью торпеду, приборку, порожную часть, все резинки. С помощью, соответственно, торнадора, щетки и пылесоса. Дальше. Проторнадорили сиденья. Но, к сожалению, время, года берут свое. Они уже, конечно, все равно как новые не станут. Но тоже они чистые. Прошлись, соответственно, почистили потолок. Все, осталось только обработать пластик. Низкий борт позволяет грузить, не сильно напрягает. Все пространство не показывает вам железо и умение сварщиков класть шов, а намекает, что автомобиль не для бомжей и неудачников. Пространство закрыто, и это покрытие со следами времени, конечно, но следы не криминальные. И вот смотрю я на эту слоновую кожу, которым был выстелен багажник, и понимаю, что слоник-то ожил, раздулся, принял форму, и теперь это выглядит все прекрасно. Просто прекрасно. Конечно, видны следы эксплуатации, но в целом, как она раздулась? Намочили, И все. возбудили, и она раздулась. Секрет фирмы возбудили. Да, ну, вынули, намочили, размочили, почистили щеточками. Раз, два, три. Ну и вот так вот. Потом кипяточком чуть-чуть еще прошлись. Ну, а потом подсушили. Вот вроде и грязно, и вроде красота. Не, нифига не грязно. Ну, чисто. Я остаюсь Что с этим можно было за сделать, то 3000 сделали. и думаю, господи, это, наверное, самое ублюдство будет, которое я положу в автомобиль. Тут даже запаска чистая. Ну, запаска как новая, да, здесь теперь уже. Была грязная, теперь она и зафиксирована почти уже. Но вот кто будет участвовать в розыгрыше, пусть будет, нет, это не розыгрыш, не знаю, как это называется с юридической точки зрения, я вам открою секрет про колеса, но это будет вот на стриме. Ну что, вот и все, закончили. Благодарю Михаила Михайловича, между прочим. Михаил Михайлович, а не хухры-мухры.
Эта машина такой заботы не видела, мне кажется, с 84 года. А если и видела, то уже забыла. Сейчас будет пара объявлений, но в целом, проект Audi 80 «Дарю ее тебе» закончен. Ну и напоследочек, чтобы получить этот автомобиль в дар, ты должен перейти по ссылке в описании, подписаться на мой телеграм-канал и нажать на кнопочку «Участвую» в закрепленном сообщении. Что еще? 25 числа, 25 декабря 2025 еще года я ее рандомно кому-то подарю. В 6 часов вечера начинается стрим на Ютубе и в Телеграме. Желаю вам, так сказать, победить. Сам я, увы, не участвую. До свидания.